Приветствую на канале Умный дом Xiaomi. В качестве подарка к новому 2021 году я приобрел умный сейф Mi Smart Safe Box с высокими показателями надежности, системой уведомлений и несколькими способами открытия дверцы. В этом обзоре расскажу обо всех параметрах нового сейфа, управлением его умными функциями и целесообразности покупки такого устройства из Китая. Mi Smart Safe Box — это бытовой сейф для домашнего использования и хранения ценных вещей, документов или небольших сумм денежных средств. Пока что он продается только в Китае, цена на AliExpress чуть более $200. Ссылки на надежных продавцов в описании к видео. Сейф поставляется в картонной коробке с толстым пенофолом внутри для защиты от повреждений. Но если вы будете делать покупку из Китая, попросите продавца дополнительно усилить углы перед отправкой. Без упаковки более 18 кг. Непосредственно сейф весит ровно 17 кг и имеет габариты 30 на 40 на 30 см. В комплекте поставки имеется инструкция на китайском языке, 2 ключа для открытия замка, 2 анкера для крепления сейфа к стене и 4 батарейки. Дверца сейфа открывается на 90 градусов. В ней расположен блок из 4 батареек формата 2А и кнопка сброса настроек. Чтобы сделать это, ее придется зажать на несколько секунд и после подтвердить сброс отпечатком пальца. Внутренняя полка легко вынимается в случае необходимости. Она, как и дно сейфа, обшита приятной бархатной тканью черного цвета. Внутреннего объема сейфа достаточно, чтобы хранить в нем документы, папки и электронику. Например, у меня легко поместился ноутбук с диагональю экрана 14 дюймов. Мне понравилось, что сейф автоматически запирает дверцу при закрытии, и если оставить ее открытой, то включается сигнализация и приходит уведомление на смартфон. Сейф Xiaomi имеет сразу 3 типа замков: цилиндрический класса C, который открывается аварийным ключом, биометрический по отпечатку пальца и электронный с цифровым кодом. Для повышения надежности можно использовать двухфакторную защиту, то есть открытие по отпечатку пальца и цифровому коду одновременно. Получается, что в сумме Mi Smart Safe Box имеет 6 вариантов открытия: ключ, отпечаток, постоянный цифровой код, одноразовый пароль, двухфакторная комбинация и со смартфона по Bluetooth. Для защиты от механического взлома и высверливания Xiaomi использовали высокопрочную сталь 65G толщиной до 4 мм. Вместе с системой оповещений и звуковой сигнализацией это делает сейф достаточно надежным для бытового использования. Питание всего электронного блока осуществляется от 4 батареек формата 2А. Благодаря низкому энергопотреблению Bluetooth 5.0 одного комплекта батареек хватит примерно на год. В случае полного разряда вы всегда можете открыть сейф аварийным ключом или подключить внешний аккумулятор через разъем USB Type-C. В таком случае замок можно будет открыть отпечатком пальца или кодовой комбинацией. Кстати, при использовании цифровой панели вы можете вводить любое число символов до и после действительного пароля, чтобы защитить его на случай, когда рядом с вами находится посторонний человек. При первом включении и настройке вы сможете открыть сейф любым отпечатком пальца. Далее в приложении Mi Home необходимо добавить новое устройство, и при выборе региона Китай сейф появится автоматически. А для работы в российском регионе рекомендую установить модифицированную версию Mi Home от Webs. Приложение попросит нажать кнопку сброса настроек на 2 секунды. Далее устанавливаем и подтверждаем код администратора устройства. Если выбрать слишком простую комбинацию, приложение не примет ее. После этого Mi Home потребует ввести предложенный код уже на цифровой панели сейфа. По завершению настройки выбираем комнату и имя устройства. Теперь вы можете добавить новых пользователей с уникальными цифровыми паролями и зарегистрировать для каждого из них отпечатки пальцев. Процедура добавления отпечатка аналогична той, что происходит на мобильном телефоне. Вам нужно отсканировать палец под разным углом и охватить все его части, чтобы датчик срабатывал максимально точно. Советую сделать это уже после установки сейфа на место, где он будет расположен постоянно. Так вы сразу сможете зарегистрировать отпечаток таким образом, как будете прикладывать его и в будущем. В конце приложение попросит указать палец какой руки вы использовали. Зачем это сделано, я расскажу чуть позже, когда мы перейдем в настройки сейфа.
Сразу после установки можно выбрать для сейфа английский звуковой пакет. Это делается в разделе настроек, который не локализован и полностью на китайском. Так вы сможете понимать, что говорит устройство и какие возникают ошибки. Например, если батарейки разряжены или сейф заблокирован в результате множественных попыток вскрытия. Чтобы постоянно и даже удаленно видеть статус сейфа и получать уведомления, он должен быть подключен к Bluetooth шлюзу. У меня его роль выполняет увлажнитель Mi Smart Evaporative Humidifier. Таким образом, при работе с сейфом приходят push-уведомления об открытии, закрытии, неправильных отпечатках или попытках ввода кода разблокировки. Их можно настроить в разделе уведомлений Mi Home. На главном экране отображается статус. Зеленый – сейф закрыт, красный – открыт. Здесь же можно добавить или удалить пользователей с уникальным кодом доступа и отпечатком пальца. В китайском разделе настроек есть возможность добавить одноразовый пароль. По умолчанию такой код начинает действовать немедленно и в течение часа. Но можно отдельно задать период действия на ближайшие сутки в определенные часы. Далее идут основные настройки безопасности. Первым пунктом настройки сигнализации, если дверь сейфа не закрыта. Можно выбрать время, через которое включится звуковое оповещение от 10 секунд до 10 минут. Также можно отключить такое уведомление вовсе. Здесь же устанавливается продолжительность работы сирены от 30 секунд до 10 минут. Также можно настроить число последовательных неверных попыток ввода пароля или отпечатка пальца в течение часа, после которых будет включена тревожная сирена. Можно выбрать 3, 5 или 10 неверных попыток. Следующим пунктом, как я уже говорил, выбирается голосовой пакет сейфа, китайский или английский. Далее включение или выключение двухфакторной аутентификации, отпечаток пальца плюс цифровой пароль. Включение этого режима может сократить время работы от одного комплекта батареек. В разделе экспериментальных функций доступна только одна опция – это включение телефонного уведомления при принуждении пользователя открыть сейф. То есть здесь можно заранее настроить определенный отпечаток одного из пальцев, при использовании которого на заранее установленный телефон будет совершен автоматический звонок с уведомлением о том, что кого-то принуждают открыть сейф. К сожалению, для работы этой функции мне не удалось добавить российский номер телефона. По-видимому, она работает только в Китае. Далее в настройках отображается статус заряда батарейки и раздел с технической информацией об устройстве, модель, серийный номер, версия прошивки и версия плагина. В разделе справки есть небольшое интерактивное руководство пользователя и обратная связь с производителем. Остальная часть настроек доступна на русском или английском языках в зависимости от параметров вашего телефона. Помимо очевидных настроек, здесь возможно установить код доступа к плагину сейфа внутри Mi Home по паролю или отпечатку пальца. В разделе автоматизации можно создать сценарии, при которых сейф работает как условие при использовании неверных паролей или отпечатка, открытии сейфа, открытии каким-то конкретным способом, незакрытой дверцы, сбросе настроек сейфа, низком заряде батареек, нескольких неверных попытках открыть сейф паролем или отпечатком пальца и попытке переместить сейф. Например, вы можете создать сценарий, при котором если кто-то пытается ввести неверный код, то дома начнет мигать все освещение при наличии у вас управляемого света. Или будет начата съемка с домашней камеры наблюдения с отправкой на ваш телефон соответствующей записи. При попытке значительно переместить сейф после настройки, он автоматически включает сигнализацию и блокирует дверцу на 5 минут. Я пытался найти аналогичные сейфы с биометрическими датчиками для открытия по отпечатку пальца на российском рынке, но не смог подыскать ничего дешевле 20 тысяч рублей. С учетом этого, а также возможности автоматизации, наличия уведомлений, работы сразу с несколькими пользователями и интеграции в умный дом, альтернатив нет и вовсе. Mi Smart Safe Box подойдет тем, кто ищет небольшой, но надежный сейф для дома. Но помните, что для работы всех его умных функций и уведомлений у вас должен быть Bluetooth шлюз для работы с Xiaomi Mi Home. Если вам понравился и был полезен этот обзор, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.